Приветствую всех на канале Ярилкин Сундучок. Мы с вами совсем недавно связали вот такого вот котика. Все помнят, есть мастер-класс на канале, ну вы с ним уже знакомы. Но мне очень-очень захотелось связать для него кошечку. И вот так вот у меня появилась вот такая вот кошка, да, маленькая. Смотрите. Она получилась немножечко побольше. Если вы спросите, одинаковые ли тут схемы, схемы отличаются, ну, совсем немножко. По-другому я здесь вязала. А в принципе, похоже, да? Во всяком случае, как пару двух котят можно связать будет и подарить кому-нибудь по какому-либо случаю. То есть вот, пожалуйста, вот такая вот замечательная пара двух котеек. Девочка у нас тут, у нее двойная юбочка, тоже у нее есть хвостик, только здесь добавлен бантик, ну и само оформление. Схемы похожи, ну там небольшие отличия есть. Поэтому приглашаю вас связать вместе со мной вот такую вот кошечку. И сейчас я вам расскажу, что нам необходимо для того, чтобы у нас появилась еще к нашему мальчику вот такая вот замечательная кошка. Теперь давайте посмотрим, что нам понадобится для того, чтобы связать кошечку. Три основных цвета, которые я буду использовать. Основной цвет нашей кошечки это 25-й. Это у нас Woolens Bunny Baby. Это 25-й. Потом обычный белый. Просто белый цвет. Это у нас 01-й. Тоже Woolens Bunny Baby. И вот такой вот темный, красивый фиолетовый для платьишка. Это у нас 16-й. Потом я использую такой клей, чтобы носик приклеить, или там, может быть, какие-то нюансы бывают, возникают. Вот использую этот клей. Крючком вязать буду обыкновенным 4 миллиметра, потому что пряжа такая довольно плотная. Вспомогательные нитки, это у меня для утяжки идет обычный мерсеризированный хлопок, но довольно-таки прочная это у меня нитка. Ну, вы пользуетесь какой вы привыкли. И для вышивания бровок, ресничек, носика вот этой вот утяжки пользуюсь вот таким, не черным, обычным тоже цветом из вязальных ниток. Коричневый это у меня такой темный. Потом смотрите, глазки обыкновенные, 14 у меня миллиметров. Это гвоздики с радужкой. Ой, у меня тут две. С блестящей радужкой. Зеленые. Вот, если видно. И обычная заглушка. Так как я носик вклеиваю, вот такой вот у меня обычный носик, то я пользуюсь без заглушки, просто вклеиваю. Но это тоже такие носики, которые предназначены, чтобы их закрепить. Вот. Ну, естественно, вот я пользуюсь разными такими вот иголками. Это для пришивания частей. Можно такой, можно вот такой. Потом беру, всегда использую длинную иголку для утяжки. Такая вот она длинная, но чтобы было довольно широкое ушко для того, чтобы пролезла наша ниточка. Все. Ну и у кого синтепон, у кого холофайбер, наполнитель, это как всегда. Все знают, что это нужно. Все, я вам это рассказала. Теперь давайте будем приступать к вязанию нашей кошечки. Сейчас свяжем вот такую вот рученьку, да? Берем нашу пряжу, крючочек, делаем 2 воздушные петельки. И вот в эту вторую петельку от крючка делаем 5 столбиков без накида. Я первый всегда отмечаю, чтобы он у меня чтобы не запутаться. 2,
3, 4, 5. Сделали 5. Теперь на этом этапе я беру ниточку контрастного цвета. И смотрите, нам сейчас надо по 5 столбиков провязать 5 рядов. То есть вот мы начинаем с вот этой нашей первой петельки и вяжем 5 столбиков. Четыре. И вот пятый. Да, мы связали первый ряд. И вот точно так же мы с вами провязываем все 5 рядов. Провязали. Нам больше не нужен уже маркеры. Смотрите, я эти ручки не наполняю, они такие плотненькие, хорошие. И двумя петельками попарно, вот так вот, закрываю. Раз и два. Воздушная петля и отрезать. Кончик особо длинный оставлять не надо, потому что мы эти ручки будем ввязывать. Все, смотрите, 2 рученьки у нас с вами уже есть. Теперь свяжем вот такое вот ушко для нашей кошечки. Берем ниточку и набираем 2 воздушные петельки. Раз, два. Вторую петлю от крючка делаем 4 столбика без накида. Первый я отмечаю. Раз, два, 3, 4. Набрали. Теперь я беру нитку контрастного цвета. И смотрите, мы сейчас сразу делаем прибавочные блоки. У нас все ряды будут прибавочные. И мы сейчас сразу же в первый столбик делаем прибавку. Провязываем 2 петельки. 2 столбика без накида. Провязали 2 столбика без накида. В следующую петельку просто вяжем столбик 1. Теперь опять провязываем 2 столбика без накида, делаем прибавку. И в последний столбик, который мы набирали, просто провязываем столбик без накида. Второй ряд у нас тоже начинается с прибавки, только мы теперь делаем, сразу делаем прибавку. Прибавка. Теперь провязываем 2 столбика подряд просто. Так. Далее снова делаем прибавку. И провязываем просто 2 столбика. У нас сейчас с вами 8 петелек по кругу. И третий ряд у нас получается, мы опять делаем прибавку. В первую петелечку делаем прибавку. Вяжем 3 столбика подряд просто. И теперь снова делаем в следующую петельку прибавку. И у нас осталось 3 столбика, мы их просто провязываем.
Вот, смотрите, мы провязали. Маркер нам уже не нужен. У нас сейчас с вами по кругу 10 петелек. И мы закроем сейчас попарно 4 столбиками. Смотрите, вот так вот захватываем и вяжем столбиками без накида. Раз, два, три и последний, четвертый. Здесь ниточку можно оставить подлиннее, ну, чтобы потом она участвовала в пришивании нашего ушка. Все, смотрите, мы с вами связали, у нас теперь есть уже 2 ушка. И еще у нас остался последний элемент, который вспомогательный, который у нас будет по ходу работы вывязываться. Это хвостик. Тоже делаем 2 воздушные петельки. И во вторую провязываем 4 столбика без накида. И 4. Теперь делаем сразу блоковые прибавки. В первый столбик мы с вами просто провязываем столбик без накида, а во вторую петелечку мы с вами делаем прибавку. Далее у нас вывернуть надо. Далее у нас с вами просто столбик без накида. И последнее делаем прибавочку. Сейчас у нас с вами получается 6 столбиков. Третий рядочек у нас сейчас тоже будет прибавочный. Только мы здесь вяжем, смотрите, 2 столбика. Раз, два. Потом делаем прибавку, провязывая 2 столбика без накида в одну петельку. И снова вяжем просто 2 столбика. И у нас осталась последняя петелька, в которую мы тоже делаем прибавочку. Вот, смотрите, мы связали уже такое начало. И далее вот эту ниточку можно всегда вот так вот внутрь заправить, чтобы она не мешала. И далее, смотрите, мы 4 ряда вяжем без изменения по 8 столбиков без накида. То есть вот берем просто так, вяжем 8 столбиков. Раз, 7 и вот последний 8. Я с вами провязала 4 ряд, 5, 6, 7. Давайте свяжем самостоятельно по 8 столбиков без накида. Давайте вяжем. Провязала я эти рядочки. И сейчас можно немножечко хвостик поднаполнить, да, чтобы у нас внутри был немного наполнителя. Я бывает беру таким карандашом с резинкой. Очень удобно наполнять, не скользит. В такие вот труднодоступные места хорошо проталкивается. Чтобы хвостик такой немножечко был объемный. Совсем чуть-чуть. Все, смотрите. Далее у нас ряд убавочный. И мы с вами вяжем 2 столбика без накида убавка. То есть вот смотрите. Провязываем 2 столбика. И за передние полупетелечки
делаем убавочку, провязываем 2 столбика и за передние полупетелечки делаем убавку. Все, мы хвостик с вами связали. И сейчас, смотрите, мы 2 столбиками попарно вот так вот с вами закроем наш хвостик столбиками без накида. 1 и 2. Здесь тоже сильно длинную ниточку оставлять не надо, потому что мы хвостик вывяжем по ходу вывязывания туловища. Вот смотрите, у нас есть хвостик, у нас есть ушки, и у нас уже есть с вами ручки. Все, это все вспомогательное мы с вами связали, и теперь приступаем уже к основной большой работе. Смотрите, сейчас будем вязать в такую ножку. Ножки у нас одинаковые и выглядит таким образом. Подсоединяться мы будем здесь. Вот видите, она вот так немножечко идет у нас на конус. Вот первую ножку, которую вы свяжете по этой схеме, вы делаете в конце соединительный столбик и прячете, отрезаете ниточку и прячете сюда в ножку. Вторую ножку мы, естественно, вяжем и ниточку уже отрезать не будем. Смотрите, как вяжутся эти ножки. Опять мы начинаем 2 воздушные петельки вяжем. 1, 2. И во вторую от крючка мы с вами делаем 7 столбиков без накида. Вот так. Это был первый. Теперь делаем второй, третий, четвертый, 5, 6, 7. Набрали мы необходимое количество. Теперь я перехожу, ставлю маркер, ниточку. И смотрите, как мы далее вяжем ряды. Сейчас вот сразу мы провязываем просто 3 столбика. 1, 2, 3. Следующую петельку мы делаем прибавку, провязывая 2 столбика. И у нас остается еще 3 петельки до маркера. Мы их просто провязываем в каждый по столбику без накида. Вот, связали, дошли до маркера. Следующий ряд мы вяжем таким образом. Мы снова провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. И сейчас в последующие 2 петельки мы с вами делаем прибавки. То есть, смотрите, мы вот в одну петельку делаем прибавку. И в следующую петельку тоже делаем прибавку. Далее у нас остается 3 столбика. Мы их просто провязываем по столбику в каждый. Связали. Теперь у нас следующий ряд. Вот эту вот ниточку можно уже сразу сюда запрятать. Далее, теперь у нас 10 петель по кругу, и мы с вами провязываем уже 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Снова также делаем подряд 2 прибавки, то есть последующие 2 петельки по 2 столбика.
сделали. И довязываем 4 столбика до маркера. Вот мы связали точно такую же ножку. Только смотрите, на первой ножке сейчас сделать соединительный столбик и отрезать. Вот эта вот ножка у нас такая. На этой ножке мы ничего такого не делаем. Мы ниточку оставляем. И сейчас будем делать соединение ножек. Теперь смотрим, чтобы мы были точно здесь по центру. Этот маркер нам на данный момент не нужен. Мы с вами сейчас провяжем еще одну петельку для того, чтобы выйти на подсоединение, да, на боковое. И смотрите, что мы с вами делаем. И мы будем соединять одной воздушной петелькой. То есть мы делаем воздушную петлю, потом берем вот эту ножку и вот сюда подсоединяемся и сразу вяжем 6 столбиков без накида по ножке. То есть вот у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязали мы с вами 6. Теперь смотрите, мы делаем прибавку в следующую петельку, провязываем 2 столбика. Теперь дальше провязываем 5 столбиков без накида по ножке. 1, сейчас нам надо по вот этой вот петельке, которая у нас здесь одна воздушная, в нее надо провязать тоже прибавку. Что мы делаем? Вот мы с вами подсоединялись в петельку. Для того, чтобы не было никаких дырочек, мы захватываем здесь петельку, чтобы здесь у нас закрыть. Потом здесь в одну воздушную мы делаем с вами тоже захват и провязываем столбик без накида. Теперь снова мы сюда 2 провязываем, делаем прибавку, захват, и вот туда, куда подсоединялись, тоже делаем вот такой захват и провязываем столбик без накида, чтобы у нас здесь было сплошное полотно. Далее мы с вами вяжем по вот этой ножке 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и делаем прибавку в следующую петельку. Теперь вяжем по ножке 6 столбиков. 6. Вот в эту вот петельку, которая у нас вот здесь воздушная, мы провязываем прибавочку 2 столбика без накида. Все, мы с вами сделали круг. Мы соединили ножки. Вот так у нас выглядят соединенные ножки. Видите? Вот. И сейчас мы с вами будем далее продолжать вязать. С этого момента уже ставим маркер. Мы с вами сделали соединение ножек. Сейчас у нас по кругу должно быть 30 столбиков без накида. И смотрите, что мы с вами сейчас делаем. Сейчас мы следующий ряд просто вяжем 30 столбиков без накида и проверяем, есть у нас эти 30 столбиков или нету. Если вдруг у вас или не хватает, или вдруг получилось так, что больше, ничего страшного, просто или убавьте, или прибавьте в следующем ряду симметрично, чтобы было, чтобы не надо ничего распускать, а просто скорректируйте. И мы сейчас, значит, 6 и 7 ряд вяжем без изменений. Давайте свяжем, проверим, сколько у нас столбиков. Давайте сейчас свяжем 6 и 7 ряд.
И 7-й ряд не довязываем. Мы в 7-м ряду с вами вяжем хвостик. Да? То есть, значит, 6-й ряд просто вяжем, а 7-й ряд не довязываем. Ну, там посмотрим примерно 3 петельки, да, и там скорректируемся, как у нас получится. Вот, я сейчас нахожусь в 7-м ряду, я его не довязала. И вот мы смотрим, берем хвостик, вот у нас вот раз, два, три. Вот так вот мы захватим. Значит, как мы будем с вами вязать? Вот я, тут у нас получается, вы смотрите, как у вас получается. Надо выделить 3 петельки, которые вот как раз находятся посередине. Как там у вас получается? Вот у меня даже захватывает маркер. Там, где первая петелька. Поэтому я сейчас вот так провожу. Потом ввожу сюда. Так, подтягивайте петельки и провязываем. Теперь во вторую. Сюда во вторую. Провожу. Подтягиваю, чтобы он не болтался, да? И то же самое делаю вот тут. Третью. Получается, у меня получается как раз на границе. Сюда. Сюда. Вот. Подтягиваю и провожу. И далее мы с вами будем сейчас вязать уже 8-й ряд. Правильно? Вот мы хвостик вязали. И продолжаем. Вяжем 8-й ряд, но в конце ряда мы с вами сделаем смену цвета. То есть вяжем сейчас нашей основной пряжей рыженького цвета, а в конце сделаем замену уже на цвет платьишка нашего. У меня это будет фиолетовый, а у вас такой, как вы выбрали. Давайте вяжем самостоятельно, не довязывая последнюю петлю. Я покажу, как менять цвет. Вот смотрите, я дошла до середины. Теперь вот беру в петельку, вставляю, провязываю, но не до конца. И здесь дальше уже закрываю этот столбик без накида уже сиреневой петелькой. Эти ниточки я сейчас здесь завяжу. Этот отрежу, основной цвет. И далее мы с вами следующий ряд просто провязываем сиреневым цветом. Здесь можно поставить маркер, что у нас здесь произошло. Вот, ну, отметка, чтобы у нас было рядов. И далее уже с вами вяжем сиреневыми ниточками. А вот эти ниточки можно попутно вязать, чтобы они закрепились. Давайте просто провяжем этот рядок. Провязали, мы сделали замену цвету. И следующий ряд тоже пока без изменения мы с вами вяжем за задние полупетельки. То есть смотрите, вот у нас, если видно, вот на фиолетовом цвете, вот мы беремся за задние полупетельки и просто идем провязываем так по кругу. Для чего мы это делаем? Мы потом здесь сиреневым цветом подсоединимся и свяжем юбочку. У нас здесь останутся петельки, вот такие вот, которые будут специально для того, чтобы за них захватиться и связать рюшку, юбочку платья. То есть давайте сейчас этот ряд вяжем самостоятельно за задние полупетли. Сейчас у нас уже вот так выглядит начало нашей кошечки.
При желании можете наполнить ножки. Дальше наполнять не надо, чисто наполнить ножки, потому что, ну, чтобы так плотненько уже было в ножках. Вяжем дальше. Сейчас у нас с вами уже пойдут убавки. Что мы с вами делаем? Мы сейчас вяжем убавочный ряд. Убавочный ряд этот будет состоять из блоков. 3 столбика без накида убавка, который повторится 6 раз. То есть мы уменьшим на 6 петелек. То есть мы вяжем 1, 2, 3. И за передние полупетелечки делаем убавку. Вот так у нас будет выглядеть этот ряд. То есть опять 3 столбика без накида и убавка. Это мы должны сделать по кругу. Давайте далее вяжем самостоятельно. Следующий ряд тоже убавочный. Здесь мы с вами вяжем 2 столбика без накида и делаем убавку. И такими убавочными блоками вяжем полностью по кругу до маркера. Давайте вяжем самостоятельно. Смотрите, следующий ряд у нас тоже убавочный. Но в следующем ряду мы должны поменять цвет. Поэтому мы сначала делаем, то есть блоки у нас теперь будут идти немножечко по-другому. Мы сначала будем делать убавку, а потом делать столбик без накида. То есть сейчас, вот смотрите, мы с вами этот ряд, в котором мы сейчас сменим цвет на основной, мы делаем сначала убавку, потом провязываем столбик без накида. Делаем убавку и провязываем столбик без накида. И вот смотрите, у нас остается 3 петельки. Мы делаем убавку. Видите? У нас остался 1 столбик. Мы его начинаем вязать сиреневой ниточкой, а заканчиваем этот столбик уже цветом основным. Здесь мы сейчас завяжем. Мы поменяли цвет. И сейчас нам надо с вами ввязать в этом ряду ручки. Смотрите, как мы это будем делать. У нас ручки вот маленькие такие. У нас тут по 2 столбика, видите? Да. И вот этими 2 столбиками нам надо будет ввязать ручки. Я беру вот так, делаю, смотрите, вот пополам. И смотрю, где у меня здесь, вот посередине ножки попадает 2 столбика. И делаю вот отметку того столбика, где я начну пришивать ручки. Видите, вот, чтобы оно было равномерно. И здесь то же самое. Там потом можно, конечно, скорректировать. Можно скорректировать, но примерно вот мы намечаем тоже. Вот у нас, смотрите, 2 столбика вот здесь вот. Как раз они по центру вроде как бы ножки. Мы сейчас предварительно сделаем отметку этих столбиков, подготовим ручку и будем сейчас уже с вами вязать. То есть смотрите, вот наш маркер, и мы начинаем уже вязать. Вот у меня получается 2, да? И я смотрю, а может так. Дошли, смотрим, устраивает ли нас, чтобы ручка была именно так. Можно сделать чуть-чуть наперед.
А можно и ставить так. Пусть будет так. Сейчас я беру ручку. Ручки у нас одинаковые. Нету никаких изгибов. И мы точно так же, как мы с вами ввязывали хвостик, точно так же ввязываем ручку. Подтягиваем, чтобы петельки плотно были. И вот здесь во вторую. Здесь смотрим, если вот ручка, видите, как она идет назад, то можно здесь подхватить вот эти вот петельки, чтобы ручка не уходила назад. Так. И все вместе провязать. Далее мы с вами вяжем по переду до следующей отметки, где мы будем ввязывать ручку. Вот, мы дошли, смотрим, будет как раз симметрично. То есть этот маркер убираем, берем вторую ручку и точно так же мы ее сейчас вяжем. Вот у нас 2 петельки, берем и протаскиваем, подтягиваем, чтобы плотно было. И теперь точно так же берем вот так вот во вторую. И здесь. И вот так. Здесь тоже смотрим. Тоже, наверное, надо подхватить петельку, чтобы ручка более плотно сидела. И провязываем. Все. Далее довязываем до маркера. Вот смотрите, мы с вами связали туловище. Мы его пока не наполняем. Ввязали ручки. Вот у нас уже есть. Хвостик у нас уже есть на месте. И сейчас мы пока оставляем так, как у нас здесь есть. И будем подсоединять. Здесь свяжем юбочку. Юбочка у нас фиолетового цвета. Я беру сейчас фиолетовый. И вот там, где мы с вами, вот если так, оно на темном не очень, но вот у нас здесь вот эти вот, видите, петелечки, которые были вот здесь. Мы сейчас к ним подсоединяемся и вяжем юбочку. Смотрите, вяжем юбочку. Как мы будем вязать юбочку? Начало у нас будет, ну сейчас просто вот так подсоединились. Делаем 3 воздушные петельки, можно 2, давайте 2 воздушные петли. И сюда же, куда мы подсоединились, еще провяжем 2 столбика с одним накидом. То есть получается, что у нас первый столбик это из воздушных петель, имитация столбика с одним накидом и плюс еще 2. То есть получается, что мы теперь в каждую вот эту вот петелечку должны провязать по 3 столбика с одним накидом. Вот. Раз. Ой. Два. И вот 3. Вот эту ниточку, которую мы подсоединили кончик, можно сразу ввязать. Вот ищем следующую петелечку. И в нее тоже провязываем 3 столбика с одним накидом. Все, и у нас получится такая вот рюшка красивая. Давайте вяжем этот ряд самостоятельно. Провязываем в каждую петельку
по 3 столбика с одним накидом. Смотрите, мы прошли по кругу. И сейчас вот здесь делаем соединительную петельку и одну воздушную петлю. И сейчас нам надо вот эту юбочку, видите, какая у нас получается юбочка, обвязать просто еще сиреневым столбиками без накида. Просто берем и вяжем столбики без накида. Вот так. Закончили мы обвязку нашей юбочки. Потом эту ниточку надо будет закрепить. Вот так выглядит юбка. И теперь я хочу, смотрите, что еще сделать. Сиреневый мне больше не нужен. Я его убираю. И беру белый. И что я хочу сделать с белым цветом? Смотрите. Вот у нас юбочка, да? А я еще хочу сделать как бы подъюбник, да, снизу. Вот тут вот у нас. Поэтому я сейчас хочу взять белую ниточку и подсоединиться, смотрите, как можно ближе вот к этой сиреневой юбочке. То есть вот между вот этими вот так хвататься и подсоединиться белой ниточкой. Тоже раз, два. Но здесь мы с вами будем вязать через раз. То есть 3 столбика, 2 столбика, 3 столбика, 2 столбика в одну петельку. То есть вот сюда я сейчас провяжу 2 столбика. А сюда провяжу 3. Ну, вы поняли. И так далее. И у нас будет здесь белая юбочка. Давайте свяжем самостоятельно. Закончили обвязывать, сделали соединительную и отрезаем. Вот такая у нас получается интересная юбочка, да? Ну, надо будет все ниточки заправить, чтобы они нам не мешали. Теперь смотрите, сейчас пока мы оставляем наши юбочки двойные, и нам надо наполнить туловище нашей кошечки, потому что сейчас мы будем вывязывать голову. Поэтому надо аккуратно сейчас все наполнить. Я не наполняла раньше, потому что при вывязывании юбочки неудобно, когда у нас туловище наполнено наполнителем. Поэтому сейчас мы аккуратно наполним плотно, довольно-таки, чтобы игрушка была плотненькая. И давайте наполняем. И будем вязать голову.